Установка и укладка пароизоляции на кровлю. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Установка и укладка пароизоляции на кровлю – вещь необходимая. Зачем нужна пароизоляция крыши? Ее основная задача – предотвратить образование и скопление влаги внутри потолочной обшивки. В том случае, если это произойдет, ваш потолок начнет гнить и портиться изнутри, в результате чего его технические свойства быстро исчезнут. Далее мы расскажем, как правильно установить пароизоляцию своими руками. Кровельный пирог состоит из определенных слоев различных материалов. Он включает в себя разное количество элементов, но ключевыми всегда остается пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. Типы пароизоляции. Самым распространенным способом выполнения пароизоляции служит монтаж полиэтиленовой пленки. Бывают следующие виды пароизоляции для кровли: полиэтиленовые пленки, полипропиленовые пленки, диффузная пленка. Полиэтилен используется не только в качестве пароизоляции, но и активно используется в качестве гидроизоляционного слоя. Они бывают перфорированные, неперфорированные. Но в любом случае при монтаже их необходимо армировать легкой тканью или сеткой. Для гидроизоляционного слоя в основном выбирают перфорированные пленки, а для пароизоляционного слоя подходят неперфорированные пленки. Отверстия в пленке очень маленькие, поэтому вода не успевает через них просочиться. Кроме того, они служат хорошей вентиляцией пирога кровли. Есть также листы полиэтилена. В таких пленках одна сторона отражает тепло, исходящее от дома. Монтаж этого материала идет зеркальной стороной вниз. Полиэтиленовая пароизоляция поставляется в рулонах. При монтаже куски материала склеиваются между собой специальными соединительными липкими лентами. В результате получается плотный и надежный слой. Полипропиленовые пленки обладают высокой прочностью по сравнению с полиэтиленовыми пленками. В основном они используются при устройстве гидроизоляции, но могут служить и в качестве пароизоляционного слоя. Эти пленки, с одной стороны, имеют специальное антикоррозийное покрытие. Диффузная пленка как материал появилась на рынке всего пару лет назад. Это прекрасно вентилируемая мембрана с повышенной паропроницаемостью. Главным преимуществом данной пароизоляции можно считать отсутствие вентиляционного устройства. Это экономит много времени и места. Работает такая пленка довольно просто. Проходящий через нее пар оседает на черновом слое, впитывается и высыхает, оставляя слой утеплителя сухим. Диффузионные пленки можно разделить на односторонние и двухсторонние. Первые можно устанавливать только на слой утеплителя и только определенным образом, а двусторонние укладывают как обычно. Материалы, используемые для пароизоляции, должны обладать высокой эластичностью, прочностью на растяжение и быть максимально комфортными в применении. Достаточно важно, чтобы кровельная пароизоляционная пленка не порвалась при монтаже. А при случайном механическом повреждении кровли пароизоляционный слой должен сохранять свою целостность. Толщина пароизоляции кровли должна выдерживать нагрузку гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, если вдруг обрешетка или стропила не выдержит. Монтаж пароизоляции. Неважно, делаете ли вы пароизоляционный слой для плоской крыши или для двускатной, пленку следует устанавливать и монтировать только после укладки слоя утеплителя. Панели устанавливаются как горизонтально, так и вертикально. Если выбран горизонтальный монтаж, установка начинается сверху. Полотна укладываются внахлёст 10 см, швы проклеиваются с одной стороны. Лента должна быть не менее 10 см. Внутри внахлёст наклеивается двухсторонний скотч. Сначала он приклеивается к нижнему слою, а затем фиксируется внахлёст верхний. При укладке пароизоляционного слоя по лагам без специальной усадки утепляющего слоя все листы следует вкрепить внахлёст и закреплять непосредственно на лагах. Слой пароизоляции крепится к лагам строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Все места приклеивания полотен усилены крепежными планками. В местах соприкосновения с окнами, проходами и люками необходимо организовать специальную чердачную площадку через крышу. Или наклейте двусторонний бутиловый скотч по всему периметру окна. В местах прохождения водопроводных труб заворачивают пароизоляционный материал. В этом случае пароизоляция оборачивается вокруг трубы и плотно заклеивается изолентой. Когда пароизоляция будет установлена, закрепите бруски поверх нее на расстоянии 50 см друг от друга. За счет этого образуется воздушный коридор, где будет испаряться конденсат, а пленка не будет касаться обшивки потолка.
Пароизоляция кровельной мембраны не предусматривает установку деревянных брусков. Планируя внутреннюю отделку дома гипсокартоном, вместо деревянных брусков используйте металлические профили. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.